Друзья, всем привет! Ну что ж, в прошлом видеоролике я закончил изготовление вот этих замечательных титановых ступиц с алюминиевыми, между прочим, гайками. Ну и теперь правилом хорошего тона было бы продолжить изготовление болида и продолжить его последовательно. То есть буду делать то, к чему они прицепляются, а именно поворотные кулаки. Только что приехал с Донского алюминия, приобрел дюралевую плиту. Это 40-ка, друзья. Какая же она жесткая. Когда ее поднимали краном, то есть всю плиту трехметровую, она даже нисколечко не прогибается под своим весом. Это новая веха развития нашего гоночного болида. С этой плиты сделаю все 4 кулака. Да. Сейчас будем пилить. Что вы думаете? Так. Мне кажется, этот рез вообще идеальный будет. Какой хороший у тебя станок. Идеальный рез? Да, вот здесь вообще. Больше всего меня поражает качество, которое получилось при распиловке металлической плиты, друзья, металлической, на циркулярной пиле. Да, это D16T, он довольно-таки хорошо поддается распиливанию, он не налипает, это не вязкий алюминий, но тем не менее, какое качество поверхности и геометрия фантастическая. Ну, то есть угольником поверочным я пробую, там какие-то сотки есть отклонения, естественно, но и то не на всех плоскостях. Где-то прям четенько подходит, четко-четко. Так что вот они, эти плитки, друзья. Спасибо Олежке, что помог с распиловкой. Конечно, я даже не знаю, что бы я делал. Это надо как-то чем-то пилить, какими-то ленточками, какими-то другими станками, потом обрабатывать на фрезере. А тут, в принципе, прямоугольники уже готовы для дальнейшей обработки. Сейчас у нас будет токарка. Ох ты, как хорошо. Ну что ж, отверстия под ступицы готовы. Очень плотно, я вам скажу. Надо вставлять на горячую. Вот здесь я уже установил. И все прекрасно крутится. Нет даже никакого биения, друзья. Но это же еще не все. Теперь можно заняться установочными площадками под тормоза. Хорошенечко выставил суппорт. Ставил между колодок прокладочки. Вот видно, чтобы они зажали диск. И выставил параллельно суппорт. Сейчас можно будет сделать точные, достаточно точные замеры. Я просто вот так нацарапаю лезвием там внутри. Вот они царапки, друзья. И сейчас сравню с данными на чертеже. То есть посмотрим, насколько я ошибся и ошибся ли я вообще. Здесь получается 22 миллиметра отступ должен быть. То есть это расчетная величина. А на живом образце примерно 22,7. Вторая риска 23 получилась. То есть там был небольшой перекос. Сами понимаете, опытные эти измерения все равно не сверхточные. Колодочки гуляют. Но тем не менее такое чувство, что надо вот здесь хотя бы полмиллиметрика добавить. Кстати, если что-то там чуть-чуть не совпадет, это не страшно, друзья. Здесь вот есть запас. Просто цилиндрик один на полмиллиметра будет больше торчать, а другой будет утопленный. То есть 1 миллиметр здесь компенсируется. Это раз. Второе, если что не так, можно прокладку подложить тоненькую. Либо можно сфрезеровать еще раз. То есть это все не критично.
С тормозами можно манипулировать как угодно, но приятно, что в принципе расчетная величина. Я вот эти все цифры, данные, когда общий чертеж делал, я брал их из интернета. Но как бы все совпало по факту. Отлично! И еще хочу отметить, что очень удобно работать, пока детали такие прямоугольные, полностью идеальные со всех сторон. Поэтому облегчать буду в самом конце. Во-первых, будет понятно, где много мяса, где можно снять. А во-вторых, если я это все дело сразу облегчу, сделаю неправильной формы, то потом уже будет сложно работать с этими деталями. Сложно выставлять, сложно понимать, что, куда и как. Точно так же, друзья, стоит и задние тормоза проверить. Узнать, сходится ли теория с практикой. Здесь, наверное, все-таки по теории сделаю. Ну вот, друзья, старый добрый НГФ. Сейчас он опять будет в работе. Идет очень мягенько, хорошо. Как обычно, начерно обдираю, а потом чистовой проход. Так, ну, собственно, эта часть работы успешно выполнена. Для начала проверю параллельность. Плоховатенько видно, конечно, на камеру, но вполне сносно, друзья. На глаз не ощущается какого-то подъема или спуска. Этого будет достаточно. Практически идеально ровно. Отлично, ребята, все получается. Что-то я даже не ожидал, что так быстро работа пойдет. Можно даже просверлить отверстие и скрепить ступицу и тормозной суппорт. Жесть. Вот это быстро дела двинулись. Для интересующихся культурой веса, каждое вот это отверстие облегчило примерно на килограмм заготовку. Каждое вот это отверстие на 800 грамм. Ну а пропил избавил нас от 300 грамм дюралия. Реально на килограммы уменьшаю эти плиты. Не знаю, что в конце концов получится. Надеюсь, вообще ничего не будут весить. Сейчас вес ее 2300. Хотя тут еще смотрите сколько металла. По-любому это все надо будет облегчать, делать ажурным. Неминуемо будет облегчаться. Теперь, когда расположение тормозных суппортов и тормозов мне известно, и точнее оно мне и заранее было известно, потому что были чертежи, но теперь оно уже все установлено, можно все обсмотреть, прикинуть, так сказать, и подумать, куда же устанавливать рычаги. С передним поворотным кулаком у меня все понятно, уже давным-давно есть полноценный чертеж, где есть все углы и все точки крепления, и здесь все красиво, все сходится. То сзади как бы немножечко посложнее, друзья. Еще, честно говоря, до конца не определился. С другом тут еще посоветовались, решили делать крепление нижнего рычага спереди на более крупном ШСе. Вот у меня есть 14. А все остальное сделать на 12. Они полегче, на 40 грамм легче каждый. Ну, на нижний ШС очень большая нагрузка, особенно спереди. Сзади, думаю, может быть, тоже стоит сделать рычаг, который именно будет намертво крепиться, не регулировочный, а который будет именно основной. Нижний сделать 14-м, более мощным. Да, и плюс нравится мне, как он выглядит. Такой он весь какой-то нержавеющий, что ли. Клевый. Так, ну и несколько слов про культуру веса, друзья. Как же я ее соблюдаю? То есть многие неверно думают, что я беру детали и делаю их просто тупо максимально легкими. Это не совсем так. У меня тут есть некий скрытый смысл. Дело все в том, что я уже рассчитал, сколько должна весить каждая деталь моего болида, чтобы уложиться
Это пока сверхсекретная информация в определенный вес. То есть эту информацию я, скорее всего, до конца проекта не раскрою. Потом узнаем, уложился я или нет. Так вот, вот эти детали, например, они должны весить передние по 2 килограмма, задние по 3 килограмма, чтобы уложиться. Изначально, когда я ее только отпилил, я уже, кстати, забыл, сколько она весила. Ну, сейчас она весит, смотрите, 2,270. То есть я уже почти уложился, и я даже пойду в минус. То есть я буду начинать получать выигрыш. Возможно, где-то какие-то детали придется утяжелить сверх той нормы, что я рассчитал. И вот мне хочется создать для себя подушку такую безопасности, некий запас массы, чтобы я мог потом дальше, так сказать, работать над болидом и не переутяжелять его. То есть вот эта деталь, она уже почти весит столько, сколько надо. Это должна весить 3 килограмма. По-моему, она 3,5 или там 3,600 весит на данный момент. Просто сейчас не могу вам показать, ибо здесь все запрессовано на горячую. Сейчас буду греть, снимать для дальнейшей работы. Так что вот так я и соблюдаю эту самую культуру веса, друзья. Стремлюсь получить то, что хочу, а не то, что как там само по себе получается. Фрезерую потихоньку паз. Дело довольно-таки затяжное, друзья. И вообще, смотрите, что происходит. Работаю в респираторе, ребят. У меня есть подозрение на то, что имеется отравление алюминием. Побаиваюсь уже вот этого. Видите, летит такая мелкодисперсная пыль. Если много фрезеровать, то, мне кажется, ее вдыхаешь и можно травануться со временем, накопить. А я очень много работаю с алюминием. Уже начинаю бояться даже такого. Вот что получилось. Красота и роскошь одновременно. Нету никакого перепада. Здесь тоже. Ну и самое главное, рабочие поверхности тоже четенько сходятся. Все, друзья, на передних кулаках эта операция завершенная. Можно сейчас немножечко облегчить вот здесь, раз уж пошла такая пьянка. Только надо не забывать, что здесь есть ослабление. Да, получается, вот здесь облегчать нельзя, можно лишь с краев убрать. Далее у нас ручное человеческое ЧПУ. В таком положении можно фрезеровать детали по выделенному контуру. То есть, следуя по этому контуру, можно получить необходимый контур. Если, конечно, у нас имеется такая фреза. То есть, видите, нужен довольно-таки большой вылет. Ибо ближе оно уже не подходит, не позволяет станок ближе подъехать. Вот, ну вот в таком виде, друзья, идет фрезерная обработка. Нравится мне эта операция. Сразу фрезерую на всю ширину. 4 сантиметра получается. И вперед полетели. Кто-то хотел увидеть, как я руками кручу. Ну вот, ребята, смотрите. Вот так я и кручу этими самыми руками. По-моему, все просто. Не правда ли? Это еще одной рукой, 2 руками, как я хорошо кручу. О, вы бы только знали. Ну, а вот так идет процесс. Стружки довольно-таки много образуется. Съем где-то примерно, 1,5-2 миллиметра. Можно и больше, но на такую ширину большую, на 4 сантиметра, лучше не стоит. Ну и опять же защищаюсь респиратором, потому что смотрите, какая мелкодисперсная пыль идет. Мне кажется, в момент, когда алюминий переходит в оксид алюминия, что-то выделяется нехорошее в воздух. Ну, либо я этот самый оксид алюминия вдыхаю,
чего бы мне совершенно не хотелось бы. Дошел я только вот спустя, там сколько, 5-7 лет фрезеровок, токарок до этого. Что есть какая-то аллергия у меня, какой-то кашель появился, ребят. Непонятно на что, то ли на керосин, то ли на вот это вот. Короче, топим за безопасность. Теперь по-взрослому. Ну вот и проходик готов. Видите, как быстро. Далее кисточкой сметаю. Вот. И можно более хорошо видеть, как проходить дальше. Ну что ж, друзья, передние кулаки полностью созданы. Сейчас вы пока что не можете в полной мере рассмотреть, что получилось. Ну а я, смотрите, делаю какую операцию. В этом месте будет крепежный болт подвески, нижний самый мощный болт, который будет титановый и который я уже начал делать. Но, так как там будет несколько деталей, которые должны быть плоско-параллельные, я решил сделать сверхпараллельным и часть кулака. То есть вот эту нижнюю часть. Я думаю, неплохо будет сделать. Оно и так было параллельно, но будет вообще идеально просто, друзья. Сейчас уже остановлю обработку, и мы будем собирать все и рассматривать. Не ругайте меня, друзья, за то, что долго не было видео, но очень много ушло времени на разработку, на изготовление и облегчение этих двух деталей. Кроме того, я сделал еще две детали. Они тоже довольно-таки сложные и, самое главное, высокоточные. Все здесь сходится, ну, где-то до десятки, потому что все равно вот так просверливается чуть-чуть под углом. И кое-где немножко на десятку может не совпадать в отверстиях. Но это ничего страшного, я думаю. Десятка в таких больших масштабах это просто ничто. В принципе, можно было бы все собрать и уже показать вам окончательный вариант, потому что тут есть еще очень много деталей мелких, которые я выточил из титана. Но, друзья, я кое-что забыл. Можно сказать, забыл почти что о самом главном. Я хотел вот здесь и здесь лицевые стороны пройти алмазом. Вот сейчас мы это сделаем и будем уже собирать и анализировать конструкцию. И измерять вес, что самое главное. Не забывайте, что чем меньше вес, тем больше удельная мощность нашего болида. И он больше попрет. Так, ну а теперь новости, связанные с титаном. Продолжаю закупать болты из этого полудрагоценного металла. Он, кстати, друзья, чуть ли не вечный, не окисляется, ничего с ним не происходит. Офигенный металл. Вот смотрите, сколько шайб взял. Болтов. Это дешевые болты из сплава аналог нашего ВТ-1.0. Ну, по прочности это что-то типа сталь 45, только в 2 раза легче. Есть вот такие болты, это уже более качественные. И да, кстати, сам я их уже не точу, потому что надоело. В таких количествах огромных надо уже с этим что-то делать. Я их просто покупаю вот в таких каких-то безумных количествах. Эта пачка весит 1,6 килограмм. И меняю где только можно и нельзя стальные болты на титановые. Вот, например, смотрите, на этом суппорте уже стоят титановые. А на этом стальные. Разница в весе, конечно, небольшая, да? Но она есть. Смотрите, тормозной диск. Здесь титан и немножко облегчено все. А здесь пока что стальные, и он даже не разбирался. Ну давайте сверим, есть ли какая-то разница вообще в этом всем, в этих телодвижениях. Хоть малейшая. Хоть какой-то смысл есть или его вообще нет. Включаем весы. Значит, облегченный тормозной диск весит у нас 3,970. Не облегченный у нас весит 4,900. То есть 120 грамм разница, с двух колес 250 грамм. Четверть килограмма уже есть. Суппорта тормозные. Облегченный весит 2700. Не облегченный весит 2800, скажем так.
100 грамм разница. С двух суппортов 200. То есть уже вот только за счет титана и небольшого облегчения уже у нас по большому счету полкилограмма экономии неподрессоренных масс. Просто так, ниоткуда взявшихся. Можно было бы, конечно, здесь все обточить. Ну, что-то не хочется мне заморачиваться, потому что все такое красивое, покрыто твердой, хорошей краской. Колодки, кстати, здесь много весят. Еще хочется мне доработать цилиндрики тормозные. Потому что, на мой взгляд, они имеют неправильную конструкцию. Смотрите, какая большая площадь соприкосновения. Я еще не видел, какие они внутри. Может быть, у них внутри есть зона несоприкосновения. Но по мне так это очень большие мостики тепла от тормозной колодки в суппорт. И хотелось бы их снять и расточить изнутри, сделать такими стаканчиками тонкостенными. Ну, как в принципе обычно и делают. Но это надо разобрать, посмотреть, потому что может там какая-то иная конструкция. Ну, тогда я не знаю. Тогда это оправдано. А если это просто бочонки алюминиевые, я не знаю, зачем так делать было. Почему бы не облегчить. Задние пока что в полузачаточном состоянии. Все еще из кусков плиты состоят. Но зато в них внедрены ступицы и внедрены тормозные суппорта. Ну а передние, друзья, передние уже готовы полностью. И даже пройдены алмазом сверху. Вот такая вот на данный момент получается роскошь. Если я сейчас брошу вот эту деталь на весы, вас она очень сильно удивит. Ну, давайте все-таки брошу, потому что потом мы соберем и посмотрим, сколько в сборе весит. Там уже не так удивительно, но тем не менее. Смотрите, деталь весит 1200 грамм. У многих возникнут справедливые вопросы, почему такая форма. Многое здесь обусловлено расположением деталей, опять же, тормозного суппорта, ступицы и точек крепления подвески. Вот это нижняя точка, плоскость которой я выравнивал, чтобы было параллельно болту. Ну а некоторые выгрызания на деталях обусловлены попыткой создания равнопрочной детали. То есть здесь примерно сечение везде одинаковое. Примерно. Область болтов недоработана. Жду цыковки, чтобы качественно просверлить туда внутрь отверстие. Потому что сейчас болты не утапливаются и нельзя поставить ШС. Для пробы я вам покажу, как что выглядит. Вот эти шайбы используются в качестве ограничивающих проставок. Имеют коническую конструкцию. И когда мы ШСик ставим вот так между них, он может свободно вращаться. То есть ничего его не ограничивает. Ну, естественно, больше вот этого угла мы не можем. Но этого должно быть достаточно. Ходы подвески будут небольшие. Деталь эта, ребята, действительно очень сложная. Здесь много всевозможных углов. Есть угол обкатки колеса. То есть, если мы поставим вот так, то мы видим, что точка крепления нижнего рычага вот здесь. Точка крепления верхнего рычага вот здесь. То есть есть некий угол. Это будет угол обкатки. Угол, вокруг которого вращается поворотный кулак. Также соблюден угол Аккермана. Сделал его под базу 2,3 метра. Ну и всеми нами любимый угол Кастера. Здесь у нас точка крепления верхнего рычага. Здесь нижнего. И видите, под неким углом все это дело стоит. Значит, смотрите, Кастер 8 градусов, угол обкатки 9 градусов, угол Аккермана, шут его знает, я его геометрически выводил. Ну и вес, еще раз вес. Чтобы самого себя не обманывать, буду взвешивать сразу с болтами, с шайбами, здесь прикручено болтами, и здесь титановый болт с вот этим домиком. ШС здесь не учитываю, потому что ШС пойдут в вес рычагов. Расчетный вес у меня был 2 килограмма. А по итогу получилось 1641 грамм. Фига себе.
Слушайте, ну это довольно-таки круто, друзья. То есть я уже иду впереди графика, и все-таки тот задуманный вес, очень малый вес, который я рассчитал, все-таки, наверное, будет таковым. Подсобрал узел, и теперь можно рассмотреть повнимательнее, что же у нас все-таки получилось. Все уже вращается, друзья. Колодочка стоит очень хорошо, то есть практически вплотную к этому буртику. Ну, буквально миллиметр-полтора не доходит. Смотрим, что с этой стороны. Здесь тормозной диск фактически по центру. Смотрим, что с обратной стороны. А с обратной вообще все хорошо. Значит, смотрите. Тормозной суппорт будет внутрь болида. Рулевая рейка будет снаружи. То есть вот так она будет дергать за этот рычаг. Здесь крепление нижнего рычага. Смотрите, есть пространство. Ничего ему не мешает. Все прекрасно. В этой области есть довольно-таки большая свободная зона. Да, но вообще практически все по кругу отделено. То есть есть куда поступать воздуху при охлаждении тормозов, потому что он сюда засасывается и выбрасывается с этой стороны. Так как это у нас передок, можно сделать в принципе модный такой воздухозаборник, чтобы засасывал воздух. Очень круто, ребята, я в шоке. Все крутится, все прекрасно, просто прекрасно работает. Здесь еще не хватает проставки и колеса. И узел, можно сказать, будет полностью готов. До готового автомобиля еще очень далеко, друзья. У меня, кстати, есть одно очень важное заявление для вас. Я создал канал в Яндекс.Дзене, и мне очень бы хотелось, чтобы вы о нем знали. Я оставил ссылочку в описании. Ну а вы сами уже смотрите, стоит на него подписываться или не стоит на него подписываться. Главное, чтобы вы знали, что он существует. И если вдруг опять мне забанят мой YouTube канал, опять ни за что или за что-то, чтобы я мог дальше снимать подобные видео, делать подобные вещи, а вы могли смотреть подобные видео и на подобные вещи. Мне кажется, это обоюдно выгодное предложение. Посмотрите, пожалуйста, на мой канал в Яндекс.Дзене, и если есть такая возможность и желание, подпишитесь. Ну а у меня на этом все, друзья. Всем пока, до новых встреч.